Всем привет! Сегодня решила прогуляться просто с Адрианой и думаю, почему бы не взять вас с собой. Сегодня в видео обсудим много разных тем. Такая просто будет болталка. Давно мы с вами, так сказать, по душам не болтали. Приятного просмотра. Сегодня расскажу вообще, на каком этапе мы сейчас находимся с ипотекой в Польше, что у нас вообще с квартирой, как дела у детей после операции, потому что тоже многие спрашивали. Также мы уже подались в садик по Адриане в Лешно, где мы будем покупать квартиру. Это вообще отдельная история. Ну и, конечно, расскажу, что у меня сейчас с работой, потому что тоже не все так однозначно. Тоже многие спрашивали, нашла ли я уже наконец-то работу. Ну и еще один вопрос, который хотелось бы сегодня обсудить. В комментариях многие спрашивали про мою национальность. Там вообще целый квест: Беларусь, Украина, Молдова, Болгария. Поэтому сегодня наконец-то разберемся. Даже не знаю, если честно, с чего начать, но начну, наверное, с самого основного и главного, что многих волнует. Это по поводу нашей ситуации с покупкой своего жилья в Польше. Адриана все-таки вытащила меня на улицу, хотя не очень я хотела, потому что у нас похолодало. Вот, так было тепло очень, а сейчас уже пару дней как прохладно. Ну иди на горку покатайся. Пойдешь? У нас, видите, сколько здесь игрушек валяется на площадке детской. И все ими могут пользоваться. Значит, расскажу для тех, кто вдруг смотрит меня впервые. Мы собираемся покупать свое жилье в Польше, а именно в Лешно. Сейчас мы живем под Вроцлавом в Кельчеве. И жилье мы забронировали, да, зарезервировали уже, то есть заплатили часть уже денег, которые входят в оплату общую. Сейчас этот дом Широговец строится еще. Буквально недавно я завозила Влада на работу и как раз проезжала мимо, решила заехать, посмотреть, на каком этапе сейчас идет стройка. Здесь прикреплю видео, чтобы вы тоже могли посмотреть. Смотри, они крайние дома от костела покрасили уже, все. Видишь? А с другой стороны, там, где огородки, там вот так вот, как вот этот серый, заштукатурено уже. Вот так вот. Очень быстро идет стройка, особенно сейчас потеплело, и поэтому работы очень быстро ускорились. Мы в банк еще не подавали документы. Объясняю, почему и когда будем подавать. Смотрите, застройщик наш, да, который строит наш Широговец, он сказал, что документы на дом сейчас он нам дать не может, чтобы мы с ними пошли подаваться, например, в банк. Только когда уже закончится стройка, либо ближе к концу стройки. Стройка должна закончиться до 30 июня, то есть до этого времени уже могут нам передавать ключи. Вот. Но, скорее всего, раз мы не знали об этом, да, что нам не смогут дать документы, но раз так, то, скорее всего, нам придется просить у застройщика отсрочку там на месяц или на другой, чтобы податься в банк, чтобы еще банк будет рассматривать нас до 2 месяцев, и чтобы мы не нарушили наш контракт. Мы весной планировали изначально подаваться в банк, но сейчас как бы вот, наверное, будем... не знаю, может, через месяц где-то пробовать уже разговаривать и, может, пробную заявку подавать в банк. Спешить нам некуда, так как все равно без документов на дом банк не примет заявку на ипотеку. В этом плане нам хорошо, потому что нам не нужно будет, да, подаваться заранее на ипотеку. Например, если бы нам ее одобрили, а дом еще строится, то мы живем в съемном жилье, плюс ждем, пока достроится дом. Потом, когда нам его передадут, нам надо делать там ремонт, и в итоге нам придется платить и за съемное жилье, и за ипотеку. А это как бы финансово очень будет накладно. Поэтому мы
От этого только выигрываем, что нам, да, так все отсрочено прямо до конечного срока, мы можем подождать. Нас никто не торопит, мы, в принципе, тоже никуда не торопимся. Все видео про ипотеку я снимала и сохранила в отдельном плейлисте. Вы можете посмотреть с самого начала всю нашу историю. И дальше, когда мы будем подаваться в банк, естественно, я это все буду снимать, рассказывать. Не переживайте, я не забыла. Если вдруг у нас будет отказ, но я думаю, такого не будет, конечно. Я, конечно, тоже об этом сообщу в видео, поэтому вы точно не пропустите. Если вдруг вы не подписаны на мой канал, то подпишитесь, потому что я думаю, что вот уже совсем скоро будут новости по ипотеке, и чтобы вы не пропустили эту информацию, если вам эта тема интересна или вы тоже собираетесь покупать свое жилье в Польше. Также по поводу квартиры, да, которую мы покупаем в Шараговице, мы все-таки решили на первом этаже строить комнату. Тоже здесь прикреплю видео, обзор нашего Шараговца, нашего дома, который мы покупаем, чтобы вы тоже понимали, что за комната на первом этаже планируется строиться. У нас первый этаж 42 метра квадратных, и это позволяет нам сделать дополнительную небольшую комнату детскую, например, чтобы у каждого ребенка была своя спальня, своя комната. И мы спрашивали у застройщика, могут ли они сейчас уже на данном этапе, например, нам достроить вот эти стенки на первом этаже, чтобы мы себе тоже, да, время сэкономили, потом и не тратили на это время, сразу получили ключи и начали ремонт делать. Но, к сожалению, нам сказали нет. Уже нельзя построить будет стенки, но он сказал, что нам дешевле намного будет, если мы сами это сделаем, даже какие-то там не из кирпича стены, да, а из каркаса, такие более, конечно, они не такие крепкие, но, значит, будем строить стены сами. Потратим, конечно, на это время, но ничего. Дюша села прямо на траву, копает, да? Песочек наполняешь, ведерко? Да. А я уже замерзла, если честно. Нам еще надо сегодня успеть в Бедронку пойти, потому что завтра воскресенье, магазины не работают, и я хотела купить фрукты. У меня дети очень быстро фрукты съедают, и практически каждый день приходится ходить в магазин покупать. Раз про квартиру я уже рассказала, чтобы вы не волновались, что я там, может быть, забыла рассказать, там, одобрили нам ипотеку, не одобрили, еще пока не подавались, все впереди. Поэтому расскажу, что у нас еще нового. Мы подались на рекрутацию уже в садик, там в Лешно, возле нашего дома. Вообще мы не имели права подаваться на рекрутацию, потому что мы не платим налоги в Лешно. Влад, как-то у Влада получилось, если честно, это какая-то магия или волшебство, или, может, судьба, что это все-таки наше место, но у него получилось как-то пройти и податься на эту рекрутацию. И когда он звонил директору садика, она была в шоке, она не верила, что у него получилось. Говорит, нет, вы не могли податься, вы не можете, вы здесь еще не живете, не работаете. Но у нас получилось. Каким чудом, я сама, если честно, не знаю. И Влад, если честно, не понимает. Но что есть, то есть. Подались на рекрутацию, указали, что у нас еще есть, кроме Адрианы, 2 детей, чтобы, да, больше баллов набрать. И теперь остается только ждать ответа. Проходим мы, я думаю, что мы пройдем. И уже, если, например, летом мы возьмем ипотеку и переедем в Лешно жить, то уже у Адрианы будет место в садике, и нам не нужно волноваться, что в садике, может быть, могут нас не принять из-за того, что нет места. Но мы на всякий случай и в садике, куда сейчас Адриана ходит, тоже продлили наше пребывание, да, как повторная рекрутация, или как оно правильно называется. В общем, раздавали нам такие бланки, которые нужно было заполнить, будет ли ребенок в следующем году продолжать ходить в этот садик. Мы сказали, что будет. Пусть будет 2 садика, да, запасной, так сказать, вариант, чтобы уже точно наверняка не переживать. Видите, у нас на площадке вот там беседка. И вот, когда Влад был дома, мы уже там жарили первый шашлык, первая гриль наша была там. Классно, там можно делать гриль, недалеко от дома. Вот, какие-то шарики там повесили, может, день рождения у кого-то было, и прямо там делали тоже гриль люди. Переворачиваем. Ади попросила перевернуть ей пасочку.
И резко надо, да? Да. Не знаю, одной рукой получится или нет. Давай. Ап. И теперь надо постучать. Да. И сказать обязательно волшебные слова. Знаешь, какие? Как? Паска, паска, получись. Паска, получись. Молодец. Давай, поднимай вверх медленно. Ой, не получилось. Знаешь, наверное, я думаю, почему? Как? Потому что песок не очень мокрый. Надо мокрый песок. Да. А он не мокрый. У нас попытка номер 2. Мы нашли мокрый песок. Да? Да. Пробуем? Да. Ой, тяжелый. Так, раз, Да. 2, 3. Стучи. Да, можешь ручкой, можешь лопаткой. И что, волшебное слово? Забыла? Паска, паска, получись. Паска, получись. Молодец. Давай, аккуратно. О, получилось? Ой, чуть-чуть по-умному. Ну ничего, но она, видишь, уже лучше стала, правда? Ну да. Так, следующее, что у нас? Вопросы, да, тоже, которых многих интересует, что с работой? Нашла ли я работу? Как продвигаются успехи мои в поиске? Кто тоже не видел, как я искала работу, именно ходила прямо сама в места и спрашивала, тоже прикреплю здесь видео, если вдруг кто-то смотрит впервые. Я ищу работу в Польше, в найме, для того, чтобы потренировать, так сказать, польский язык. Так как я сейчас активно изучаю польский язык 2 раза в неделю, но прогресс есть, я это прям чувствую, но я также чувствую, что мне не хватает именно практики в общении. Потому что все-таки 1,5 часа, там почти 1,5 часа 2 раза в неделю, это маловато для того, чтобы быстро выучить язык. Нужна практика в общении. Так как меня не окружают в плане общения поляки, то я подумала, наверное, надо пойти в найм, работать именно к полякам, чтобы быстрее выучить язык. Вот, поэтому, в принципе, я и была занята поиском. Села на солнышко чуть-чуть согреться, видите, как светит, класс вообще. Уже заход у нас, заходит солнышко. Так вот, мне давали в номер телефона руководителя в Цукерне. Я в том видео говорила, когда я искала. Я звонила потом по этому номеру телефона. Очень была плохая связь. Обрывалась, потом перезванивала. Она сказала, что она посмотрит. Типа мою заявку, придет в магазин. Я потом еще смс-ку ей отправила, потому что очень было плохо слышно. Ну и все. И на этом тишина. Ни привета, ни ответа, так сказать. Дальше я подавала еще онлайн CV в Бедронку. Вот я думаю, так, в Бедронке много украинцев работает. И я слышала, что туда берут как бы всех. Это, например, в Lidl. Чтобы пойти работать, там не берут украинцев. Насколько я слышала, там вот прям принципиально не берут, а Бедронка берет. Не то, что не берут украинцев в Lidl, просто надо прям там чуть ли не B1 знание языка иметь. А Бедронка берет всех. И я подала заявку, думаю, пусть будет. Посмотрим просто ради интереса, как быстро они мне позвонят. Что вы думаете? Они мне перезвонили. Но через 3 недели, 3 недели прошло с момента, как я подала заявку на их сайте, они мне позвонили. Я думала, быстрее будет, если честно. Они мне позвонили и спросили, какой график я хочу. Я сказала, мне надо с 8 до 4, потому что я одна дома с детьми, и мне надо ребенка успевать завозить в сад и забирать с садика. Она сказала, к сожалению, у нас сменная работа, 2 смены с 6, по-моему, она сказала, утра до 2 или до 3 часов дня. Нет, с 5 до 2 она сказала. И с 2 до 10, по-моему, что-то такое, в общем. 2 смены. Я говорю, мне не подходит такое. Я говорю, с 8 до 4 никак нельзя. Она сказала, к сожалению, нет, я не могу вам ничего предложить. Тарам-тарам-пум. Вот и так вот вам Бедронка, да, график не подходит. Вот, поэтому другие какие-то заявки, куда я отправляла, никто не перезванивал.
до сих пор. И сейчас, на данный момент, я так, знаете, немножко подуспокоилась, я уже не ходила никуда напрямую, меньше стала отправлять CV, то есть где-то отправляю, но не так активно, как было, там я по 5 в день могла отправлять, там даже больше. Как-то я так подуспокоилась, думаю, как есть, так есть. Я сейчас занята другим проектом по работе и как бы все свои силы направляю туда. Но это был для меня, знаете, очень классный, хороший опыт в поиске. Было интересно прочувствовать это лично, да, а не только на слуху услышать, как это люди делают. Буду ли я продолжать дальше активно искать работу в найме, не могу сказать однозначно, там, да, либо нет. На данном моменте вот пока как бы цели прямо активной, да, такой вот я не то что не ставлю, но не заморачиваюсь, вот как было. Как-то отпустила я ситуацию. Отпустила и все. Сейчас занята другим проектом, с головой ушла туда, и надеюсь, там все получится. И с польским языком, думаю так, если не получается потренировать его именно в работе, то тогда, да, как мне писали многие в комментариях, общайтесь с детьми дома на польском. И я вам честно скажу, вот мы реально стали общаться на польском не каждый день, это забывается, естественно, так как мы всю жизнь на русском говорим. Когда Влад приезжает с работы домой, мы все вместе вообще договариваемся, что, вот, например, завтрашний день у нас будет день польского, и мы общаемся вот с утра до вечера на польском. И реально общаемся. С ошибками, правда, дети исправляют нас, и это так круто. Много новых слов узнаю от детей. И прямо чувствуется, знаете, так вот какой-то сдвиг в плане знаний, чувствуется прогресс, и это очень здорово. Надо чаще такие дни будет делать. Я, кстати, общалась с несколькими своими знакомыми, которые рассказали мне свою историю, как они искали работу в Польше. И вот один человек мне сказала, девушка, что она тоже подавала CV, все, никто не отвечал. И она напрямую тоже ходила в места, тоже брали CV, но никто не отвечал ей. И она пошла как-то в Росман. Ей сказали, да, нам очень нужен работник. Директор сказал ей прям, который на кассе сидел. Он говорит, видите, я директор, сижу на кассе, нам очень нужны работники. И в итоге взяли у нее номер телефона, но так и не перезвонили. И спустя время, когда она уже нашла другую работу, она заходит в этот Росман, ее директор тот же узнает, и он был в шоке, что HR-специалист ей не позвонил. Им до сих пор нужны были работники. Вот так вот работают, я так понимаю, HR-специалисты. Не знаю, походу просто не запариваются. Плюс звонят многим, я уже общалась, после того, как оставляешь заявку, тебе могут перезвонить реально через 3-4 месяца только и предложить прийти на собеседование. 3-4 месяца, то есть либо опубликовывают объявление о поиске сотрудника просто заранее, когда, в принципе, сотрудник этот не нужен по факту срочно. Ну так, как, знаете, запасной вариант. И проходит, когда время, то могут позвонить. Это может и через полгода пройти, и здесь, в принципе, это нормально. То для меня, конечно, это удивительно. Я говорю Владу, наверное, когда мы в Лешно переедем, мне начнут звонить вот с этих заявок, которые я здесь оставила во Вроцлаве, только уже будет поздно. Пойдем в магазин, купим что-то вкусненькое. А что ты хочешь? Не знаю я, но может что-то купим. Грушки, яблочки. Хочешь? И груши, яблоки, банан. Банан у нас есть. Ну, хочешь что-то вкусное купим? Пойдем, а то уже темнеет, чтоб ночью не идти. Там Милана как раз у подружки в гостях, там возле Бедронки. Заодно милашку заберем домой. Хорошо? А вот я один замок сделаю. Один замок и все, да? Да. Окей. Теперь что у нас по поводу самочувствия детей после операции? Опять же, кто не смотрел видео, мы делали операцию Милане и Адриане на удаление третьей мигдальки. Это аденоиды на нашем языке.
Удаляли в Катовицах, ездили специально туда, многие писали в комментариях, тут прикреплю, кстати, видео, кто не смотрел, как это у нас происходило. Писали в комментариях, почему не удаляли во Вроцлаве. Я отвечала, но скажу здесь еще в видео. Во Вроцлаве не удаляли, потому что была большая очередь, но нужно было ждать в разных местах по-разному, год минимум, а то и 2 года. Для нас это было долго. А Катовицы были максимально самые быстрые, так сказать, по времени, по ожиданию. Ну и плюс Катовицы относительно недалеко от нас находились, потому что были места, где тоже недолго нужно было ждать, там пару месяцев, но находились прям очень далеко, там, я не знаю, 5 часов езды на машине, а то и больше. Вот. Но это для нас был не вариант, мы искали и по времени, чтобы было побыстрее, ну и как можно ближе, поэтому выбрали Катовицы. По самочувствию Милана отходила тяжелее, чем Адриана после операции. Адриане сразу через 2 часа после операции уже было хорошо все. У Миланы не очень, у нее потому что и сложнее ситуация была, более воспаленная, увеличенная мигдалина. И уже по приезду домой она себя тоже чувствовала не очень хорошо, ей было больно кушать, глотать. У нее поднималась температура, не сильно высокая, там 37,7 примерно. Буквально 1, по-моему, максимум 2 дня у нее была температура, но она очень долго пила жаропонижающие, ибупрофен. И это ей помогло, чтобы не было отека, и снять отек и какое-то там заражение, не знаю. В общем, долго. Мы уже начали переживать и думали, ее надо опять к ларингологу везти, и что-то походу не то. Но все прошло. Сейчас уже все нормально, кушает уже все, что хочет, и твердую еду. Все обошлось нормально. И когда уже полностью она, так сказать, поправилась, то я заметила, что у нее реально резко прекратился насморк. Она же страдала, наверное, больше года от того, что у нее по утрам, вообще в течение дня был насморк из-за этой увеличенной мигдалины. И после операции все прекратилось. Она сейчас себя замечательно чувствует, насморка нет, ребенок счастлив, и родители, естественно, тоже. Смотрите, у нас закат, там, конечно, не очень видно, но какое сейчас красивое небо, такое оранжево-желтое, очень красиво. Пойдем, мой ребенок, в магазин сходим, да? Мы всегда стараемся в субботу, или в пятницу ходить в магазин, потому что в воскресенье ничего не работает. Пойдем. Решила я все-таки сама пойти в магазин, потому что у Адрианы ручки замерзли. Осталась она дома мультики смотреть, а я быстро сбегаю и заодно закончу то, что хотела рассказать. Последнее, что я хотела рассказать, это по поводу вообще, кто я по национальности, потому что очень много всех стран смешано, и вы, возможно, слышали в видео, да, разные страны, и кто-то путает, кто-то говорит, что я из Украины, кто-то говорит, что я из Беларуси, кто-то говорит, что я не знаю, из Молдовы, из Болгарии, в общем. Сейчас расставим все точки над «и». Я одела куртку потеплее, зашла домой, потому что прямо очень замерзла уже. Итак, смотрите, даже если честно скажу вам, когда мне задают вопрос, откуда ты? Или, по национальности там все понятно, по национальности я украинка, то есть у меня в паспорте написано, что я украинка. Это все, точка. Теперь, когда задают вопрос мне, откуда ты, я, если честно, не знаю даже, что ответить и как правильно ответить, с чего начать. Потому что тут все очень намешано. Давайте начнем по порядку. Итак, я родилась в Приднестровье.
Приднестровье – это такое непризнанное государство, которое находится в Молдове. Может быть, просто кто-то не знает. И получается, по сути, да, я родилась в Молдове. То есть у меня написано, что в Молдове родилась в документах. Но, как бы, если быть точнее, то именно в Приднестровье. В маленьком городке Бендеры. Сделаю такую небольшую еще поправочку, да, чтобы для общего понимания. В документах написано, что я родилась в Молдове, потому что это была общая страна, да, Молдова, в то время, когда я родилась. Молдова в 91 году стала независимой страной. И потом в 92 году была война у нас. Мама говорит, мы прятались в подвалах, мне было 2 годика. Но, слава богу, все обошлось как бы хорошо. Вот. Но эта война была как Приднестровский конфликт. И вот после того, как война закончилась, тот регион, в котором я родилась, в Молдове, он стал Приднестровьем. Приднестровье непризнанное государство. Но получается, все равно я считается, что родилась в Молдове, потому что Приднестровье находится в Молдове, но просто считается непризнанным, да? Вот такая история. И почему я родилась там? Но по национальности я украинка, потому что мои родители украинцы. Папа и мама родились на Украине, но так, сейчас главное, чтобы вы не запутались. Папа родился в Украине, и по национальности он украинец. Мама родилась в Украине, но по национальности она болгарка. Как так получилось, что мама родилась в Украине, но по национальности она болгарка? У нее родители тоже болгары. В общем, там, где она родилась, Одесская область, там такое, так сказать, комьюнити, да, болгарское. То есть там села, деревни, в которых живут болгары. Это не такие болгары чистые, чистые по крови, да, болгары, которые родились в Болгарии, да, вот которые живут в Болгарии, в стране. А это, так сказать, ну такая смешанная кровь. Вот. И болгарский язык там не такой, как в Болгарии. Он очень похож, но все равно чуть-чуть отличается. Болгарский язык, на котором вот говорят болгары в Украине, и болгарский настоящий, который именно в стране, в Болгарии, да. Вот. Мама, естественно, знает моя болгарский язык, но просто с детства она не общалась на болгарском, как бы мы в семье не общались на болгарском. Она общалась на болгарском только со своими сестрами, да, так как они в семье на болгарском общались в детстве. Вот, поэтому я болгарский, соответственно, не знаю, но как бы понимаю. Не все понимаю, но общий смысл понять могу, если кто-то будет на болгарском разговаривать. Какие-то фразы могу сказать на болгарском, такие простые предложения. С этим, как бы, я думаю, понятно. Идем дальше. Вот, родилась я в Приднестровье, родители. Один украинец, другой родитель болгарка. И дальше, когда я закончила школу, я пошла поступать в университет. В университет я поступила в Одессе, в Украине. И мне сделали украинский паспорт для того, чтобы вот я могла поступить и жить, да, в Украине, учиться. До этого у меня просто был приднестровский паспорт наш местный. И украинский паспорт, конечно же, я сделала на основании того, что у меня родители, да, родились в Украине. Вот папа украинец. Как бы в этом проблем не было сделать паспорт. И вот таким вот образом у меня появился украинский паспорт. Поступила я в Одессу, училась там, жила в общежитии.
И потом уже я там, в Одессе, познакомилась с Владом, со своим будущим мужем. Он белорус, живет в Беларуси, просто приехал в Одессу на море отдыхать, да, с друзьями. Вот. И так сложилась жизнь, что я вышла замуж и, получается, переехала к Владу жить в Беларусь. Мы тогда обсуждали, я хотела все-таки остаться жить в Украине, но поехали мы жить к нему, потому что работа у него там, в общем, так мы и решили. Я переехала жить в Беларусь. В Беларуси я сделала себе вид на жительство на основании того, что я вышла замуж за белоруса и жила там на основании вида на жительство. 8 лет. Я могла за это время уже сделать белорусский паспорт, но для этого мне надо было отказаться от своего украинского паспорта, что я не очень хотела делать, поэтому мы решили, что я не буду делать белорусский паспорт. У меня останется украинский на всякий случай, пусть будет так. Белорусский паспорт, тогда мы не планировали еще жить в Польше, я могла бы, в принципе, сделать в любое время, поэтому мы не спешили с этим. И у меня украинский паспорт и вид на жительство белорусское. Потом уже мы приняли решение переехать жить в Польшу, и вот уже мы живем сейчас здесь. Теперь немножечко вернемся назад, по поводу Болгарии. Так как моя мама болгарка, она себе сделала на основании того, что она по национальности, по документам болгарка, она может сделать себе болгарский паспорт, что она, в принципе, и сделала. Сделала себе болгарский паспорт. И теперь уже на основании того, что она имеет болгарский паспорт прямо, да, Евросоюза, я могу себе тоже сделать болгарский паспорт, уже сразу паспорт. И, в принципе, я его сейчас и делаю. Просто это не быстрый очень процесс. Уже собеседование у меня прошло. Я ездила в Софию на собеседование. Уже мы здесь в Польше жили, вот я ездила в Софию. Ну вот, я думаю, еще годик примерно ждать надо, пока получу я паспорт. Даже не паспорт, а такой документ, с которым я могу пойти и сделать уже паспорт. Вот. Поэтому, когда меня спрашивают, откуда ты, я не знаю, что ответить. Потому что вообще я из Молдовы, да, родилась именно там, в Приднестровье, в Молдове. Но я украинка, у меня украинский паспорт, и я 6 лет прожила в Украине, так вот стабильно, да. У меня родственники все в Украине находятся, все родственники у меня из Украины и живут там. Бабушки у меня жили в Украине. И сейчас... потом я переехала в Беларусь, 8 лет я прожила в Беларуси. Беларусь для меня стала тоже как дом родной. И сейчас Польша. И плюс я делаю болгарский паспорт на основании того, что я просто могу это сделать, так как у меня мама имеет паспорт болгарский. Но я не болгарка. Вот такие дела. Ну, как бы официально, да, у меня украинский паспорт, я украинка. Но могу сделать болгарский. Так что... Я не знаю, решайте сами, откуда я. Можно сказать, везде по чуть-чуть, да. И там побывала, и там побывала. Так что вот такая история, надеюсь, вы поняли, и сейчас не будет никакой путаницы. Так что можно сказать, мы такая интернациональная сейчас семья. Муж белорус, я украинка, которая делает болгарский паспорт, и мы живем в Польше. И у нас 2 детей родились в Беларуси. Один ребенок родился в Польше, но тоже является белорусом. Вот такие вот дела. Тоже такая интернациональная у нас семья. И делаем, муж с детьми делает себе польский паспорт. Уже подались на гражданство в Польше, так как у мужа польские корни, на основании корней. И они получат, я думаю, уже совсем скоро польские прям паспорта. Одна я буду только без польского паспорта. Пока что я его сделать не могу. Я здесь на карте побыта, но
У меня будет болгарский паспорт пока что. Боже, я не могу налюбоваться этим небом. Какое же красивое небо. Просто посмотрите, я не знаю, будет видно или нет. Луна тоненькая-тоненькая на небе. Красота просто. У нас уже темнеет. Я, в принципе, рассказала все, что хотела рассказать в этом видео. Все наши новости, почти все. Есть еще одна новость, которая недавно случилась у нас. Но об этом я расскажу в другом видео. Это прямо отдельное видео будет. Вот. Так что я призываю вас подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, чтобы не пропускать новые видео, смотреть, как у нас проходит наша жизнь в Польше. Кому интересно, мне будет очень приятно, так сказать, вам не сложно, мне приятно. Каждого нового подписчика в своем канале я с радостью приветствую и всегда радуюсь новым людям, поэтому welcome на мой канал. Ну а я буду с вами прощаться и увидимся совсем скоро с вами. Всем пока-пока.